Друзья, всем привет! Меня зовут Юлия, и вы на канале Клубок Желаний. Сегодня вместе с вами будем вязать вот такой носочек. Один носок у меня уже готов, второй вязать будем вместе с вами. Этот носок я нашла у себя в недовязах. Вязала я его уже давно, года два назад. И, конечно же, я уже не помню, как его вязала. Но вместе с вами мы попробуем связать точно такой же носок. Я очень надеюсь, что я попаду в секции. Получится у меня это или нет, вы, конечно, уже знаете, потому что я вставила в начале этого ролика фотографии. А для меня это пока большой секрет. Я очень надеюсь, что секции по резинке, по паголенку и по стенке пятки у меня совпадут. А вот после вывязывания чашечки я уже думаю, что, скорее всего, здесь пойдет у меня расхождение. И в конце, вот здесь на мыске, я думаю, тоже у меня немножко не совпадут секции. Но я буду очень стараться и покажу вам, как я это сделаю. Вот такой носочек у меня получился. Сейчас вы видите его без блокатора. Он выглядит вот так немножко смешно, потому что у меня носок связан на основе резинки. И резинка стягивает полотно, и получается вот он такой немного стянутый и немного смешной. Я сейчас вставлю блокатор, чтобы вы увидели носок во всей его красе. Вот так выглядит носочек на блокаторе. У меня здесь с обеих сторон носка вывязан жгутик как акцент. Симпатично очень получилось. Резинку я вязала резинкой 2 на 2. Кстати, набор у меня здесь крестообразный. Затем резинка 2 на 2 у меня переходит в резинку 6 на 2 и по верху носка, и по подошве. Пяточка у меня обычная прямая пятка. Клин подъема я вывязала. Вот этот жгутик переходит, посмотрите, как с резинки на паголенок. Затем он расходится на две части. Половина жгутика идет на пяточку, и половина жгутика идет на подошву. И потом этот жгутик переходит в ленточный мысок. Мысок я просто стянула. Вот так у меня получилось. Я вязала на 38 размер, но я вам расскажу, как сделать расчеты и на другие размеры. Вот такой носочек у меня получился. Если он вам нравится, то давайте приступать к вязанию. Я вязала из пряжи. Это у меня накабоха в составе 75% шерсти и 25% полиамида. Обычный носочный состав. Метраж здесь 400 метров в 100 граммах. Но вы можете взять и другую пряжу, где 420 метров в 100 грамм. Разницы в толщине я совершенно никакой не вижу. Поэтому, девчонки, берите любую пряжу. Даже можете взять и пряжу потолще. Все расчеты я вместе с вами сделаю. Вы сможете связать из любой пряжи на любой размер стопы, независимо от того, с какой плотностью вы вяжете. Итак, вот такая пряжа у меня осталась в недовязах. Это у меня был один моток. Я его перемотала на 2 мотка. Вот это половинка от мотка, где я нашла секции, а вот это остаток от того моточка, из которого я вязала носки. Как я подбираю секции для вязания секционных носков, я снимала отдельное видео. Если вам интересно, то я вам оставлю ссылку в описании под видео, и подсказка сейчас всплывет вот в этом углу. Итак, у меня был всего лишь один моток, я размотала его на 2 моточка, нашла секции. И вот из этого моточка мы сейчас вместе с вами будем вязать. Чтобы у вас получилось 2 совершенно одинаковых носка, лучше сразу 2 носка вязать на круговых спицах в технике Magic Loop. Но если вы не любите вязать на круговых спицах, то можно взять 2 комплекта совершенно одинаковых спиц, желательно одного производителя, и вязать 2 носка параллельно на разных комплектах спиц. Допустим, вы набираете наборный ряд сначала для одного носка на одном комплекте спиц, потом набираете также наборный ряд на другом комплекте спиц для другого носка. Вывязываете резинку у одного носка, затем вывязываете резинку у другого носка. И так вяжете параллельно весь носок. Но если вы, как и я, сначала связали один носок, а потом хотите связать точно такой же второй носок, то вы, скорее всего, можете не попасть в секции.
потому что плотность нашего вязания меняется не только с течением времени, она и меняется в течение дня, в зависимости от настроения, в зависимости от того, в какой позе вы вяжете. Но я очень надеюсь, что я попаду в секции. И с самого начала нам важно набрать наборный ряд с того же места, где мы набирали наборный ряд для этого носочка. Как же нам сделать так, чтобы наборный ряд совершенно совпадал с первоначальным носочком? Для этого, когда вы нашли одинаковые секции, вам нужно отмерить для наборного ряда хвостик у одной ниточки и у другой ниточки. И в этом месте, в одном и том же месте сделать какую-то отметку. Можно здесь завязать ниточку, можете пометить маркером, поставить точку, она будет совершенно незаметна. Можно завязать вот такую скользящую петлю, чтобы от одного клубочка и от другого клубочка вы начали наборный ряд с одного и того же места. Вот таким образом. И, девчонки, я настоятельно рекомендую начинать наборный ряд, чтобы у вас рабочая нить и вот эта нить, длинный хвост, всегда была одного цвета. Не нужно начинать наборный ряд вот откуда-нибудь отсюда, где у нас идет смещение секций. Я очень часто вижу, когда у девчонок так связаны и шапки, и носки. Я считаю, что это очень некрасиво. Вот смотрите, если мы начнем набирать петли вот отсюда, где у нас рабочая нить, допустим, серого цвета, а вот этот хвостик черного цвета, и когда мы набираем с вами петли таким образом, у нас получается, ну, на мой взгляд, это некрасиво. У нас получается, что петли у нас серого цвета, а вот эта косичка, которая обвивает петли, вот это черная, и у вас на носках вот здесь получится вот тут вот серый цвет, а вот этот наборный ряд черный. Ну, на мой взгляд, это некрасиво. Поэтому я, девчонки, настоятельно вам рекомендую отмерять вот этот длинный хвост именно того же цвета, который и основная ниточка. Вот таким образом отметили, с какого места мы будем начинать наборный ряд, и отсюда начинаем наборный ряд у одного носка и у другого носка. У этого носка я набирала 72 петли, но вы можете рассчитать и другое количество для вашего размера. У меня здесь основной узор, это резинка 6 на 2, то есть вот здесь у меня на стопе и на паголинке у меня идет резинка 6 на 2, и жгутик у меня также состоит из 6 петель. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. То есть количество петель, которые мы возьмем на резинку, должно быть кратно 8. Как мы посчитаем, сколько петель нам нужно набрать? Необходимо связать образец, но образца у меня нет. Буду показывать вам уже на связанном носке, как посчитать количество петель. Вяжите образец основным узором. Основной узор – это резинка 6 на 2. Жгут можете не вывязывать, просто вяжите образец резинкой 6 на 2. Вот здесь я вам покажу, как это делается. Вот, допустим, связан у меня образец. Я его, девчонки, растягиваю так, как я хочу, чтобы у меня сидел носок на ноге с такой же плотностью. Вот так растягиваю. Прикладываю линейку и выбираю 10 сантиметров. Вот отсюда, смотрите, прикладываю линейку и смотрю, сколько петель у меня в 10 сантиметрах. Все зависит от того, как вы растянете. У меня получается где-то 29-30 петель в 10 сантиметров. То есть плотность моего вязания примерно 2,9 петли или 3 петли в 1 сантиметре. Затем нам нужно измерить обхват стопы. Обхват стопы измеряем в самом широком месте. Кто-то измеряет вот здесь, где у нас подушечки пальцев. Я измеряю вот здесь вот в подъеме. Я вяжу на 38 размер, длина стопы 24,5 сантиметров, а обхват вот здесь вот в подъеме 23 сантиметра. Затем мы обхват стопы 23 сантиметра умножаем на плотность своего вязания. Я умножила на 2,9 петли в сантиметре, и у меня получилось 67 петель. Но мне нужно, чтобы петли были кратно 8. То есть мне нужно взять или 64,
или 72 петли. Я побоялась, что 64 петли будет маловато, и я взяла 72 петли. Если вы попадете в мою плотность вязания, будете вязать из такой же пряжи, то на 37 размер вы можете взять 64 петли и вязать носочек немножко короче, чем у меня. Если вы будете вязать на 38 размер, берите 72 петли. Если на 39, тоже можете взять 72 петли, но вязать носочек чуть длиннее. Если вы хотите связать на большой размер, то можете взять 80 петель. Итак, я решила на носок взять 72 петли, поэтому я сейчас наберу 72 плюс 1 петлю для замыкания в круг и буду набирать петли крестообразным набором петель. Вязать я буду вот на таких гибких чулочных спицах. У меня спицы 2 мм от фирмы Рукоделие. Я уже снимала обзор на эти спицы. Если вам интересно, то посмотрите по подсказке или по ссылке в описании под видео. Первый наборный ряд набирайте любым удобным для вас способом. Можете набрать обычным классическим набором петель. Я буду набирать крестообразным набором сразу на 2 спицы. Нить располагаем на руке таким же образом, как при классическом наборе петель. Длинный хвостик, который идет к клубку, на указательный палец, а короткий хвостик на большой палец. И первую петлю делайте так, как вы привыкли. Можете сделать скользящую петлю, я вот так сделаю скрещенную петлю. Вторую петлю набираем так же, как мы ее набираем при классическом наборе петель. Подхватываем вот эту ниточку, которая находится с наружной стороны от большого пальца, а затем подхватываем нить от указательного пальца. Нить затягиваем. А вот следующую, третью петлю мы делаем немножко иначе. Вот эту нить перебрасываем вот таким образом. И нить уже подхватываем не с наружной стороны, а изнутри, вот эту нить. И затем подхватываем нить от указательного пальца и ниточку затягиваем. И вот так все время чередуем. Сначала одну петлю мы делаем как классическую, подхватываем вот эту нить с наружной стороны. Нить перекидываем и набираем следующую петлю вот из этой ниточки с внутренней стороны. Вот так. И так все время чередуем. Набираем с наружной стороны, перекидываем нить изнутри. Снаружи нить перекидываем изнутри. Итак, мне нужно набрать 72 петли плюс 1 петлю для замыкания в круг. Выполнила я крестообразный набор петель. Вот так он выглядит. Я думаю, что, наверное, на тонкой пряже вам не очень видно, но петли располагаются по парам, как бы по 2 петли. Если вы захотите, я для вас потом сниму отдельное видео по этому набору на более толстой пряже. Посмотрите, петли все располагаются по парам, только вот эта первая петля у нас как бы без пары. И эту первую петлю мы будем убавлять. Сейчас я петли распределю на 2 спицы поровну, и вот эту лишнюю одну петлю я оставлю на первой спице. Если вы будете вязать на обычных чулочных спицах, то петли распределяйте на 4 спицы и первую петлю оставляйте на одну спицу. У меня получится по 36 петель на каждой спице, плюс на первой спице 1 лишняя петля. Итак, распределяю все количество петель на 2 спицы. Вот так я распределила петли на 2 спицы. Теперь разворачиваем вот так. Смотрим, чтобы у нас косичка не перевернулась. И теперь замыкаем вязание в круг. Для этого первую петлю, вот эту лишнюю, с первой спицы мне нужно перевести на правую спицу. Вот так. А петлю с правой спицы набрасываю на эту петлю. Хвостики ниточек хорошенько затягиваю. И вот так у меня получается. На одной и на другой спице одинаковое количество петель. У меня по 36 петель.
И теперь начинаем вязать резинку 2 на 2. 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли. И так вяжем по кругу резинку 2 на 2. Провязала я резинкой 16 рядов. В сантиметрах это примерно 4 сантиметра. И далее буду делать перекрестия в жгутах. Вот такие перекрестия я буду делать с одной стороны и с другой стороны. Так как я на носок набирала 72 петли, это у меня 9 раппортов по 8 петель. Я распределю петли так, что по одному раппорту у меня уходит на жгуты. И по верху носка я оставлю 3 раппорта. 1, 2, 3. А сзади у меня остается 4 раппорта. 1, 2, 3, 4 раппорта по 8 петель. Это 6 лицевых петель и 2 изнаночные петли. Если вы на носок набирали 64 петли, то по верху носка и по низу у вас получится по 3 раппорта. Если вы набирали 80 петель, то по верху и по задней части у вас получится по 4 раппорта. Как я распределю петли, посмотрите. 2 дорожки из лицевых петель, это у меня будет жгут, перекрещивать я их буду. Затем мне надо, чтобы сверху было 3 раппорта, это 2 дорожки из лицевых петель 1, 2 дорожки из лицевых петель 2 и 2 дорожки из лицевых петель 3. И дальше я буду перекрещивать вот эти 2 дорожки из лицевых петель. Чтобы мне было удобно перекрещивать, мне нужно или эти 4 петли перенести на вторую спицу, или вот эти 2 петли перенести на первую спицу. Я перенесу вот эти 2 петли на первую спицу. И у меня на первой спице получится 36 плюс 2 петли 38, а на второй спице получится 36 петель минус 2 петли 34 петли. Вот это у меня хвостик начала ряда, и вот в этом месте я остановилась. И сейчас мы будем с вами делать перекрестие из вот этих 2 дорожек лицевых петель. И перекрещивать петли мы будем с наклоном вправо. Так как у нас здесь 6 петель, 2 лицевые, 2 изнаночные и 2 лицевые, то перекрещивать я буду в 2 приема. В первом ряду я перекрещу 2 изнаночные и 2 лицевые петли, а во втором ряду я перекрещу оставшиеся 2 лицевые петли. Я возьму вот такую иголку с тупым кончиком, чтобы мне было удобнее вам показывать. Сначала я провязываю 2 лицевые петли. Затем мне нужно снять 2 изнаночные петли и оставить их за работой. И следующие 2 лицевые петли провязываем лицевыми петлями. И петли изнаночные, которые у нас были за работой, мы также провязываем лицевыми петлями. Вот таким образом мы перекрестили 2 петли на 2 петли. Далее вяжу резинку 2 на 2 до последних 2 дорожек из лицевых петель. На первой спице у нас осталось 6 петель. Это 2 лицевые, 2 изнаночные и 2 лицевые петли. И их мы тоже будем перекрещивать. Первые 2 лицевые петли провязываем лицевыми петлями. Беру дополнительную спицу, у меня это иголочка. 2 изнаночные петли снимаю, оставляю их за работой. Провязываю 2 лицевые петли. И провязываю 2 петли, которые мы оставляли за работой, также лицевыми петлями.
второе перекрестие мы сделали. Вторую спицу вяжу также по узору резинкой 2 на 2. Дошла я до начала ряда, где мы делали первое перекрестие, и теперь сделаем здесь второе перекрестие. Для этого перекрестим первые 2 петли и вторые 2 петли. Для этого я снимаю первые 2 петли на дополнительную спицу и оставляю их за работой. Следующие 2 петли провязываем лицевыми петлями. Петли с дополнительной спицей теперь провязываем изнаночными петлями. И следующие 2 петли провязываем лицевыми петлями. Все, жгутик мы здесь перекрестили. Далее вяжу резинкой 2 на 2 до последних 6 петель. Дошла я до второго жгутика, и здесь делаем точно такое же перекрестие. Первые 2 петли снимаем, оставляем их за работой. Следующие 2 петли провязываем лицевыми петлями. Затем петли с дополнительной спицы провязываю изнаночными петлями. И последние 2 петли провязываю лицевыми петлями. Второй жгутик мы перекрестили. Заднюю сторону также вяжу резинкой 2 на 2. Итак, 2 жгутика мы перекрестили с одной стороны и с другой стороны. Дальше я снова буду вязать резинкой 2 на 2. Покажу далее, сколько я провяжу. Если вы не любите длинную резинку, дальше можете вязать паголинок резинкой 6 на 2, но не забудьте, что вот в месте, где у нас жгут, у нас здесь резинка 2 на 2. Я еще немножко провяжу резинкой, сделаю еще одно перекрестие в жгуте, а далее буду вязать резинкой 6 на 2. Но если вы любите высокий паголинок и невысокую резинку, то можете вот отсюда сразу начинать вязать резинкой 6 на 2. Итак, сейчас я провяжу несколько рядов и еще раз покажу, в каком месте будем делать перекрестие. После того, как мы сделали первое перекрестие в жгуте, я провязала еще 8 рядов резинкой 2 на 2. То есть первое перекрестие мы с вами сделали здесь, затем я провязала еще 8 рядов, и сейчас буду делать второе перекрестие. После того, как я перекрещу петли, далее буду вязать паголинок резинкой уже 6 на 2 спереди и сзади, а вот здесь, где у меня жгут, буду продолжать вязать резинкой 2 на 2. Хочу еще раз вам показать, как я перекрещиваю петли в жгуте. Буду показывать только на одном жгуте. Во втором жгуте петли перекрещиваем точно так же. Первые 2 петли провязываем лицевыми петлями. Следующие 2 изнаночные петли снимаем. Я возьму вот такую бамбуковую палочку, чтобы было виднее. Оставляем их за работой. Следующие 2 петли провязываем лицевыми петлями. И 2 изнаночные петли с дополнительной спицы также провязываем лицевыми петлями. Первый ряд с перекрестием мы выполнили. Далее вяжем по узору, перекрещиваем петли во втором жгуте и в следующем ряду перекрестим еще 2 петли на 2 петли. Во втором ряду петли перекрещиваем вот так, снимаем 2 петли на дополнительную спицу. Оставляем их за работой.
Провязываем 2 петли лицевыми петлями. Затем петли с дополнительной спицы провязываем уже изнаночными петлями. И оставшиеся 2 петли провязываем лицевыми петлями. Вот так у нас получилось. Во втором жгуте петли перекрещиваем точно так же. И далее я буду вязать уже резинкой 6 на 2. То есть после перекрестия я провязываю 2 изнаночные петли, а затем уже вяжу резинку 6 на 2. 6 лицевых петель. Вот над этими изнаночными вяжу лицевые петли. 6 лицевых я провязала, 2 изнаночных петли. Снова 6 лицевых петель. 1, 2. Над изнаночными лицевые вяжем 3, 4, 5, 6. И 2 изнаночные петли. 1, 2. Итак, спереди вяжем резинку 6 на 2. У меня здесь 3 раппорта. Сзади у меня резинка 6 на 2, 4 раппорта. И не забываем, в тех местах, где жгутик, вяжем резинку 2 на 2. Итак, вяжите дальше паголинок. Я провяжу 8 рядов и сделаю еще одно перекрестие. После второго перекрестия провязала я паголинок 8 рядов, плюс 2 ряда это перекрестие жгута. Я не люблю длинные носки с высоким паголинком, поэтому дальше я буду вязать пяточку, вывязывать. Если вы любите носки с высоким паголинком, то можете провязать еще 8 рядов плюс 2 ряда перекрестия в жгуте. У меня сейчас высота паголинка вместе с резинкой получается 9 сантиметров. И я хочу вам показать, уже не попадаю в секции. Посмотрите, на этом носочке у меня серая секция после белой появляется уже на пяточке. А здесь у меня серая секция уже появилась уже по кругу носка. То есть в секции я уже не попала, но ничего страшного. И так будет понятно, что это одна пара носков. Вроде бы и ряды я все посчитала правильно. Вот смотрите. И длина носка у меня пока получается вроде верная. Но я не попала в секции. Возможно, я где-то ошиблась, считая ряды. Возможно, я вязала с другой плотностью, о чем я вам и говорила. И сейчас будем вместе с вами вывязывать пяточку. И я решила вывязывать пяточку таким образом, чтобы половина жгутика у меня ушло на пятку, это 3 петли. Половина жгута у меня уходит наверх носочка. С одной стороны и с другой стороны точно так же. Пол жгута идет на пяточку и половина наверх носочка. И сейчас я петли распределю. То есть 3 петли у жгута я должна перенести на вторую спицу. Вот хвостик начала вязания, это первая спица, это вторая. И первые 3 петли жгута перенесу на вторую спицу. Для этого мне их нужно будет провязать на эту спицу. 2 лицевые петли. И 1 изнаночная петля. Переношу я эти петли на вторую спицу. Затем у меня идет 3 петли жгута. Поверху носка у меня 3 раппорта по 8 петель, 6 лицевых и 2 изнаночные. Второй жгут я также разделю пополам. Первые 3 петли оставляю на первой спице и следующие 3 петли переношу на вторую спицу. Итак, у меня получилось, что на первой спице, вот она первая спица, у меня осталось 32 петли, а на второй спице у меня 40 петель. Если вы набирали 64 петли, то у вас на первой и на второй спице будет одинаковое количество петель, это по 32 петли. Если же вы набирали 80 петель, то на первой и на второй спице у вас будет
также одинаковое количество по 40 петель. Далее будем вывязывать стенку пятки. Я решила вязать вот такую самую обычную прямую пятку. Вы можете вязать одну из разновидностей французской пятки. Также будем вязать высоту стенки пятки, а потом вывязывать чашечку. Стенку пятки вяжем поворотными рядами, и на стенку пятки необходимо взять половину от всех петель, которые мы набирали на носок. Если вы набирали 64 петли, то на стенку пятки берете половина, это 32. Если вы набирали 80 петель, половина, это 40 петель. Но так как я набирала 72 петли и у меня получается не одинаковое количество петель на первой и на второй спице, то мне нужно решить, на какой же спице я буду вязать пятку. Напоминаю, что у меня на первой спице 32 петли, а на второй спице 40 петель. И я решила, что пятку буду вязать на второй спице, хотя я всегда вяжу пятку на первой спице, но у меня так получилось, что большее количество петель у меня находится на второй спице, поэтому сейчас начинаю вязать пятку на второй спице. Вот хвостик начала вязания, вот это у меня вторая спица, и вяжу пятку поворотными рядами туда и обратно. Будем считать, что у меня сейчас уже провязан первый ряд по лицевой стороне. И сейчас буду приступать к вывязыванию второго ряда по изнаночной стороне. И мы сохраняем узор, точно так же вяжем резинкой 6 на 2. Развернула на изнаночную сторону, и теперь вяжем второй ряд по изнаночной стороне. Первую петлю снимаем как кромочную, далее вяжем по узору над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные петли. И в конце ряда последняя петля изнаночная. Развернули на лицевую сторону, и по лицевой стороне также вяжем первую петлю, снимаем как кромочную. Далее у меня идет 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли, затем резинка 6 на 2. В конце спицы 2 изнаночные петли, 2 лицевые петли и последняя петля кромочная, провязываю ее изнаночной петлей. И вот так вяжем поворотными рядами туда и обратно стенку пятки той высоты, которая вам нужна. Сейчас я провяжу стенку пятки необходимой мне высоты, и потом расскажу вам, как рассчитать высоту стенки пятки для вашего размера. Провязала я необходимую высоту стенки пятки, и сейчас я вам расскажу, как определить, какую же высоту нужно связать для вашего размера. Если вы на носок брали 64 петли, значит на пятку нужно взять половину, это 32 петли. Значит, вот здесь в боковую часть от стенки пятки нужно добавить также 32 петли. Это по 16 петель с каждой стороны. 15 петель добавляем в кромочные, а 16 петлю добавляем вот здесь, в уголке, чтобы не было дырочки. Поэтому нам нужно вывязать стенку пятки такую, чтобы у нас было 15 кромочных петель. Я ряды не считаю, я считаю только кромочные петли. Если на резинку вы брали 80 петель, тогда на пятку нужно взять 40 петель. И 40 петель также нам нужно добрать вот здесь из боковой части, по 20 петель с каждой стороны. То есть 19 петель мы набираем из кромочных петель и 1 петлю из уголка. То есть нам нужно связать высоту стенки пятки, чтобы было 19 кромочных петель. У меня же немножко по-другому. Я набирала на носок 72 петли, и мне на пятку нужно было взять половину, это 36 петель. Но я взяла 40 петель. Несмотря на это, расчет мы делаем из 36 петель.
То есть вот сюда, в боковые части, мне нужно добавить 36 петель. Это по 18 петель с каждой стороны. То есть мне нужно, чтобы было 17 кромочных петель, и одну петлю я добавляю из уголка. Но так как у меня очень узкая нога и очень низкий подъем, для меня вот здесь добавить 18 петель это очень много. Поэтому я всегда добавляю на одну или на две петли меньше. То есть я сейчас вывязала стенку пятки так, чтобы у меня было 16 кромочных плюс одна петля из уголка. То есть добавлять я буду всего 17 петель с одной стороны и 17 петель с другой стороны. Стенка пятки в высоту у меня получилась примерно чуть меньше 7 сантиметров, где-то 6 сантиметров 8 миллиметров. Но я считаю, что такая высота стенки пятки для 38 размера уже большевато. Поэтому, девчонки, примеряйте на свою ногу и вяжите пятку такой высоты, какая вам необходима. Итак, вязала я стенку пятки в высоту до тех пор, пока у меня вот здесь не образовалось 16 кромочных петель. У меня сейчас провязан последний лицевой ряд. Вот у нас хвостик начала вязания. Давайте вместе пересчитаем кромочные петли. Вот первая кромочная петля. Их должно быть 16. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Я надеюсь, вам хорошо видно. 16 кромочных петель. С этой стороны у нас на одну кромочную петлю меньше, потому что у меня сейчас провязан последний лицевой ряд. Если бы был провязан последний изнаночный ряд, количество кромочных петель было одинаково. Но когда мы с вами вывяжем чашечку, то вот из этой последней петли у нас получится еще одна кромочная петля. И посмотрите, я всегда поднимаю петли за ту половинку кромочной петли, которая находится вот сюда ближе к изнаночной стороне. Вот посмотрите, как получается. Видите, как все аккуратно. Если вы хотите, поднимайте за две дужки петли. Кто-то поднимает между кромочных петель. Я обычно делаю вот так, но на этом носке я поднимала за обе дужки петли. Поэтому сейчас точно так же буду поднимать за две дужки петли. И чашечку буду формировать по изнаночной стороне. У меня на этой спице сейчас 40 петель. Для формирования чашечки все количество петель мы делим на 3 части. Если в остатке остается одна петля, то мы ее добавляем к центральной части. Если у нас остается в остатке 2 петли, то по одной петле мы добавляем к боковым частям. 40 петель делю на 3 части, у меня получается по 13 петель по бокам и 14 петель посередине. Сейчас я отмечу маркером, чтобы вам было виднее. И теперь будем приступать к вывязыванию чашечки. Еще раз повторяю, чашечку начинаю формировать с изнаночной стороны. Первую петлю снимаю как кромочную, далее вяжем по узору, провязывая все петли, не доходя до этого маркера одну петлю. Дошли до первого маркера, его перекидываем и дальше вяжем до следующего маркера, не довязывая одну петлю. Дошли до маркера, и теперь нам последнюю петлю с чашечки нужно провязать с первой боковой петлей. Маркер я убираю, он нам теперь не нужен. И эти две петли провязываю вместе. Я их провязываю по изнаночной стороне изнаночной петлей. Вот так. Разворачиваем на лицевую сторону. Первую петлю снимаем как кромочную и дальше вяжем все петли центральной части, не довязывая до маркера одну петлю.
Дошли мы до маркера, и последнюю петлю с центральной части нам нужно провязать с первой петлей боковой части. Маркер я сниму, он нам больше не нужен. И теперь вот эти две петли нам нужно провязать вместе. Я их провязываю вместе лицевой петлей за задние стенки. Вот так. У нас получилось, что вот эти петли у нас боковые уменьшаются, и сейчас у нас с каждой стороны осталось по 12 боковых петель. По центру как было 14, так 14 петель осталось. Разворачиваем на изнаночную сторону, первую петлю снимаем как кромочную и дальше вяжем все петли, не довязывая одну петлю вот до сюда, до разрыва. Провязали мы петли центральной части, осталась одна петля, которую мы должны провязать вместе с первой петлей боковой части. Их я провязываю вместе изнаночной петлей. Развернули на лицевую сторону, первую петлю снимаем как кромочную и дальше вяжем все петли центральной части, не довязывая одну петлю. Дошли до последней петли, и эту петлю нам нужно провязать со следующей боковой петлей вместе. Их провязываю 2 вместе за задние стенки лицевой петлей. Еще по одной петле с двух сторон мы убавили. И вот так у нас формируется чашечка. И вяжем мы туда-обратно, пока у нас все вот эти петли боковые мы не присоединим к чашечке. Сформировала я чашечку. Вот так у вас должно получиться. У меня сейчас провязан последний лицевой ряд, и последние 2 петли вместе мы провязали с этой стороны. 2 петли вместе лицевой петлей. Дальше будем поднимать петли. Вот из этой боковой части стенки пятки я решила, что буду поднимать 17 петель. 16 подниму из кромочных петель и 17 вот здесь из уголка, чтобы не было дырочки. Поднимайте петли так, как вам удобно. Я люблю поднимать за одну стенку кромочной петли, вот за эту, которая находится ближе к изнаночной стороне. Но так как на этом носочке я поднимала за 2 дужки кромочных петель, значит и в этом носке также буду поднимать за 2 дужки кромочных петель. Вот за эти 2 дужки. Находим первую кромочную петлю. И поднимаю петли вот так. И считаю. За кромочные мне нужно поднять 16 петель. Подняла я 16 кромочных петель, и теперь одну петлю подниму где-нибудь вот здесь вот из уголка, потому что если мы здесь не поднимем петлю, вот так мы соединим, и тут будет такая вполне большая дырочка, поэтому где-нибудь вот здесь из уголка. Вот так у меня получается. Я подхватила 2 ниточки. Вот так еще одну петлю подхватила. Вот смотрите, как получается. И дальше вяжу верх носка по узору. Дошли мы до другой стороны стенки пятки, и здесь нам также нужно поднять 17 петель. 16 петель я поднимаю из кромочных и одну вот здесь из уголка. Находим первую кромочную петлю, и ниже нее нам нужно из уголка поднять еще одну петлю. С этой стороны у нас всегда петли более растянутые,
Поэтому посмотрите, как лучше нам поднять петлю, чтобы не было дырочки. Вот видите, получается она вытянутая, растянутая петля здесь. Вот так, девчонки, посмотрите, подхватила я 2 стенки петли. И вот так, надеюсь, вам видно. 2 петли за разные стенки я подхватила и вот так провязала. Можете здесь провязать скрещенную петлю. И дальше из кромочных мне нужно поднять 16 петель. Считаем 16 петель. И 17 будет вот здесь, я вам покажу. Вот подняла я 16 петель и 17-ю поднимаем вот здесь, видите, где у нас чашечка прилегает к стенке пятки. Вот отсюда еще одну петлю. Вот так. Подняли с этой стороны 17 петель. И далее будем вязать по узору. И посмотрите, как у меня получилось. У меня на подошве получилось 4 раппорта по 8 петель. Так же, как и на пяточке. И у меня узор с чашечки переходит на подошву. На подошве 4 дорожки из 6 петель. Затем я после 6 петель вывязала 2 изнаночные, 2 лицевые. Это петли, которые у меня вот здесь вот пересекутся, 2 дорожки, 2 на 2. И пойдет далее жгут. И после них идут изнаночные петли. Если вы набрали на носок 80 петель, у вас на подошве тоже должно получиться 4 дорожки из 6 петель, 2 изнаночные, 2 лицевые. И вот здесь может получиться больше изнаночных петель, чем у меня. Если вы на носок набирали 64 петли, то у вас вот здесь на подошве получится не 4 раппорта, а только 3 раппорта. Затем 2 изнаночные петли, 2 лицевые. И далее будут идти изнаночные петли, но также их может быть немножко больше, чем у меня. Но неважно, если у вас изнаночных петель получится больше или меньше, чем у меня. Мы все равно вывязываем в этом месте клин подъема. И почти все петли мы убавим. У нас останется здесь только 2 изнаночные петли, которые будут участвовать вот здесь в формировании жгута. И следующий ряд мы вяжем по узору. На пятке у меня 6 лицевых, 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные по узору у нас, 6 лицевых, 2 изнаночные, 2 лицевые, это дорожка. И осталось у меня 5 петель, я их провязываю изнаночными петлями. Сверху носка все петли вяжем по узору. С этой стороны стенки пятки вяжем в обратном порядке. В начале ряда у нас должно быть 5 изнаночных петель. Две лицевые петли, это у нас петли дорожки, 2 изнаночные петли,
6 лицевых петель, 2 изнаночные петли. И мы как раз дошли до чашечки. Все, узор у нас сомкнулся. И в следующем ряду начинаем делать убавки. Первую убавку делаем вот с этой стороны. Вот здесь делаем первую убавку. Следующую убавку делаем с этой стороны. И чтобы вам было понятно, я вот здесь сейчас повешу маркер. То есть мы сейчас будем вместе с вами формировать клин подъема. Вот здесь будем делать первую убавку. Вяжем все петли по узору, не довязывая до конца этой спицы 2 петли. Дошла я до конца спицы. Здесь у меня осталось 2 изнаночные петли, и я их провяжу вместе изнаночной петлей. Первую убавку с этой стороны мы сделали. Далее вяжем верх носка по узору, и следующую убавку будем делать здесь. Дошли мы до противоположной стороны, и здесь мы также будем делать убавку. Первые 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. И дальше вяжем по узору. Далее вяжем по узору весь ряд без убавок. То есть я буду делать убавки в клине подъема через ряд. Но у меня очень узкая нога и низкий подъем. Если у вас стандартная нога, то лучше делайте убавки через 2 ряда. То есть сейчас мы сделали убавку, провяжите 2 ряда по узору без убавок, а потом будем делать еще одну убавку. Я сейчас провяжу 1 ряд без убавок и еще раз покажу вам, как мы будем делать убавки с одной и с другой стороны. Провязала я по кругу 1 ряд без убавок. Вы можете провязать 2 ряда без убавок. И теперь будем делать вторую убавку с одной и с другой стороны. Сейчас провяжите все петли пяточки, не довязывая до конца спицы 2 петли. Дошла я до конца спицы, не довязала 2 изнаночные петли, и теперь делаем здесь вторую убавку. Провязываем 2 петли вместе изнаночной петлей. Еще одну убавку в клине подъема я сделала. Далее вяжем по узору вверх носка, и следующую убавку будем делать вот в этом месте. Дошли мы до противоположной стороны, и здесь делаем убавку в клине подъема, провязывая 2 первые петли вместе изнаночной петлей. Вот так еще одну убавку мы сделали. Далее вяжем по узору, и следующий ряд я буду вязать без убавок. Вы можете провязать 2 ряда без убавок, а потом снова делаем убавки с одной и с другой стороны. И так вяжем, делая убавки или через ряд, или через 2 ряда, пока у вас на спицах не останется то же количество петель, которое вы набирали на резинку. Я на резинку набирала 72 петли, поэтому буду вязать, пока у меня на спицах не останется 72 петли. Вывязала я клин подъема и сделала все необходимые убавки. У меня получилось, что я всего убавила 8 петель, по 4 петли с каждой стороны. Как посчитать, сколько убавок нужно сделать вам? Когда мы вязали пяточку, я на чашку взяла 14 петель. Плюс по 17 петель добавила вот здесь, в боковой части стенки пятки. И 32 петли я оставляла сверху носка, всего 80 петель. И далее делала убавки, пока у меня на спицах не останется 72 петли. То есть всего я убавила 8 петель, по 4 петли с каждой стороны. И вот так у вас должно получиться. В конце спицы 2 лицевые, 1 изнаночная, и в начале спицы 1 изнаночная, 2 лицевые петли. С одной стороны и с другой стороны то же самое. И далее будем вязать по кругу
вывязывая жгутик. И посмотрите, после того, как мы сделали убавки в клине подъема, у нас первое перекрестие на стопе. Перекрестие делаем точно так же. Для того, чтобы было удобнее перекрещивать вот эти дорожки, нам нужно 3 петли перенести или на эту спицу, или на эту. Я, наверное, перенесу на левую спицу. С другой стороны точно так же. Нужно перенести 3 петли или на одну, или на другую спицу. Переносите на ту спицу, на которую вам удобнее. И теперь будем перекрещивать вот эти две дорожки из лицевых петель. Точно так же, как мы перекрещивали их на паголенке. Первые 2 петли провязываем лицевыми петлями. 2 петли снимаем изнаночные, оставляем их за работой. Провязываем 2 лицевые петли. И петли с дополнительной спицы провязываем также лицевыми петлями. Первое перекрестие в жгуте мы сделали. Далее вяжем по узору до следующего жгута. Здесь также перекрещиваем 2 петли на 2 петли. Провязываем подошву также по узору. И встретимся с вами в этом месте. И я вам еще раз покажу, как я буду перекрещивать оставшиеся петли. Дошла до жгута. И здесь делаем второе перекрестие. Первые 2 петли лицевые снимаем на дополнительную спицу. 2 петли провязываю лицевыми петлями. 2 петли с дополнительной спицы провязываем изнаночными петлями. И оставшиеся 2 петли провязываем лицевыми петлями. Далее вяжем вверх носка по узору, доходим до следующего жгута, делаем перекрестие и вяжем по подошве. Далее вяжем по кругу, вывязывая стопу до тех пор, пока не начнем делать убавки на мыске. Провязала я необходимую длину ступни. Вот так у меня получается. Мне осталось здесь делать последнее перекрестие в жгуте. И на ступне у меня получается 4 жгута. 1, 2, 3, 4. После последнего перекрестия я буду приступать к вывязыванию мыска. Но перед тем, как приступить к вывязыванию мыска, нам необходимо решить, какой мысок мы будем вязать, и рассчитать длину мыска. Я уже снимала видео, в котором подробно рассказываю, как посчитать длину мыска. Оставлю вам подсказку в верхнем углу и ссылку в описании под видео. Обязательно посмотрите. Мысок я решила вязать ленточный. На ленточку я оставила 4 петли. Но, как вы помните, жгут у нас состоял из 6 петель. 2 петли я со жгута перенесла наверх носка. Почему я так сделала? Потому что у меня сверху носка 3 раппорта, а на подошве 4 раппорта. То есть количество петель сверху и на подошве у меня не одинаковое. И я немножко решила уравнять петли. Вот таким образом 2 изнаночные петли со жгута перенесла наверх носка с одной и с другой стороны. Вот здесь у меня было 2 изнаночные петли, а после перекрестия вот здесь у меня 4 изнаночные петли. И после того, как я перенесла 2 петли наверх носка, у меня сверху получится 34 петли, а на подошве 38 петель. И все равно у меня получается 4 петли лишние на подошве. И мне их нужно сократить. И я решила делать убавки на подошве только с 2 сторон. Вот здесь и здесь. И 4 петли я убавлю за 2 ряда. 2 убавки сделаю с одной стороны и 2 убавки с другой стороны. Так как я убавки буду делать через ряд, то все убавки я сделаю за 4 ряда. Если вы на носок набирали 64 или 80 петель, то вам не нужно не переносить вот эти 2 петли наверх носка, не делать убавки на подошве, так как у вас и так сверху и на подошве одинаковое количество петель. Вы можете на ленточку взять все 6 петель
со жгута, а можете вот эти 2 изнаночные петли просто убавить в последнем ряду, в 8 ряду вывязывания жгутика. Просто вот тут вот лицевую и изнаночную провязываете вместе с наклоном влево, и следующую изнаночную с лицевой провязываете с наклоном вправо. То есть вы уберете 2 изнаночные петли, и вот здесь будете перекрещивать просто 2 на 2 петли, и все. Но так как у меня не одинаковое количество петель, то мне придется 2 петли со жгута перенести вот сюда наверх носка, и вот здесь еще сделать по 2 убавки с каждой стороны. Далее нам необходимо посчитать длину нашего ленточного мыска. После того, как я перенесу 2 петли наверх носка и убавлю 4 петли на подошве, у меня на каждой спице останется по 34 петли. Это всего 68 петель. После того, как я сделаю все убавки на мыске, у меня вот здесь останется 12 петель, которые я буду стягивать. Это по 4 петли ленточки с одной и с другой стороны, и по одной петле, которые участвовали в убавках. Это 1, 2, 3, 4. Всего 12 петель. То есть вначале у меня было 68 петель, 12 оставляю на стягивание, значит мне нужно убавить 56 петель. Так как мы делаем в одном ряду 4 убавки, 1, 2, 3, 4, то 56 петель я убавлю за 14 рядов. Но я решила, что я половину убавок буду делать через ряд, а половина в каждом ряду. То есть первые 7 убавок я сделаю через ряд, то есть я провяжу 14 рядов. Остальные 7 убавок я сделаю в каждом ряду. То есть длина моего мыска получается такая. 14 рядов – это 7 убавок через ряд, плюс еще 7 рядов, плюс вот здесь 4 ряда добавляем, когда мы делали убавки только на ступне, и еще 1 ряд я добавляю на стягивание мыска. У меня получается длина моего мыска 26 рядов. Зная длину мыска, мы легко определим длину его в сантиметрах. Для этого нам нужно знать свою плотность вязания. Плотность вязания всегда лучше измерять по образцу, который был постиран и высушен. Но если вы ленитесь вязать образцы, то в крайнем случае плотность вязания измеряйте по уже связанному носку. Берем линейку, прикладываем ее и выбираем 10 сантиметров. И считаем, сколько рядов у нас находится в 10 сантиметрах. У меня было 46 рядов, то есть плотность моего вязания получается 4,6 ряда в сантиметре. Далее определяем длину нашего мыска. Для этого 26 рядов умножаем на плотность вязания 4,6 ряда в сантиметре, получается 5,7 сантиметра. Давайте посмотрим. Вот у меня первая убавка на стопе. И длина моего мыска 5,7 сантиметра. Зная длину нашего мыска, мы легко определим, с какого момента нам нужно приступать к вывязыванию мыска. У меня длина стопы 24,5 сантиметра. Отнимаю длину мыска 5,7 сантиметра и отнимаю еще 1 сантиметр для того, чтобы носочек сидел плотнее на ноге. И у меня получается 17,8 сантиметра. То есть, когда я вяжу носок, как только длина носка составит 17,8 сантиметров, тогда я приступаю к убавкам на мыске. И вот обратите внимание, на этом носочке после перекрестия я провязала буквально несколько рядов и только потом сделала первую убавку на подошве. Давайте посмотрим, что у меня сейчас получается. Так как у нас пяточка связана резинкой, видите, как она тянется, и иногда сложно определить длину стопы. Ну вот сейчас примерно до 18 сантиметров можно растянуть, но я думаю примерно 17,5 сантиметра. То есть мне осталось сделать одно перекрестие, провязать 2 ряда и начинать делать убавки на мыске. Хочу вам показать, как я буду делать последнее перекрестие. И с этой стороны, где у нас был маркер, нам нужно 2 изнаночные петли перенести вот сюда наверх носка. В первом ряду
2 петли провязываем лицевыми петлями, 2 изнаночные снимаем, оставляем их за работой, 2 лицевые провязываем лицевыми петлями, и 2 изнаночные с дополнительной спицы в этот раз провязываем изнаночными петлями. И вяжем до следующего перекрестия в жгуте. Во втором жгуте вот с этой стороны делаем немного иначе. Нам нужно вот эти 2 изнаночные петли перенести вот сюда, наверх носка. Для этого я 2 петли лицевые снимаю, оставляю их перед работой. Затем 2 изнаночные петли провязываю изнаночными петлями. 2 петли с дополнительной спицы провязываю лицевыми петлями. И оставшиеся 2 петли также провязываю лицевыми петлями. И вяжу по подошве и дохожу до следующего перекрестия в жгуте. Второй ряд, там где у нас был маркер, вяжем следующим образом. 2 лицевые петли снимаем, оставляем их за работой. Следующие 2 лицевые петли провязываем лицевыми петлями. Петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми петлями. И у нас осталось 2 петли изнаночные, мы их провязываем изнаночными петлями. И у нас здесь получается 2 лицевые петли, 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли. Далее вяжем вверх носка до следующего жгута. С другой стороны мы вяжем иначе. Вначале у нас идут 2 изнаночные петли, мы провязываем их изнаночными петлями. Следующие 2 лицевые петли снимаем, оставляем их за работой. 2 лицевые петли провязываем лицевыми петлями. И петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми петлями. И здесь у вас должно получиться 2 изнаночные петли, 2 лицевые петли и 2 лицевые петли. Далее провязываем подошву. И вот здесь теперь я дальше не буду вязать жгут, я распределю спицы так, чтобы у меня 2 петли дорожки были на одной спице, 2 петли на другой спице. И с другой стороны также 2 петли на одной спице и 2 петли на другой спице. Перераспределила я петли на спицы, и в том месте, где у нас маркер, на одной спице это петли подошвы, у вас должно быть 2 изнаночные петли, 2 лицевые петли. На второй спице это петли верха носка, 2 лицевые петли, 4 изнаночные петли. С другой стороны на одной спице, там где верх носка, 4 изнаночные петли и 2 лицевые петли, а там где подошва, 2 лицевые петли и 2 изнаночные петли. У меня сейчас сверху носка получается 34 петли, а на подошве 38 петель. Я решила провязать 2 ряда по кругу, а потом приступлю к вывязыванию ленточного мыска. И сначала буду делать убавки вот здесь на ступне. Мне нужно убавить по 2 петли с каждой стороны через ряд. Провязала я не 2 ряда, а 2,5 ряда для того, чтобы мне остановиться на подошве вот в этом месте. И посмотрите, как я делала убавки. После ленточки на подошве я провязывала 2 петли вместе изнаночной петлей и затем провязывала еще одну изнаночную петлю, чтобы сохранить вот эту дорожку из 2 изнаночных петель. С другой стороны, перед ленточкой я провязывала сначала одну изнаночную петлю и потом 2 петли провязывала вместе изнаночной петлей. И так я делаю убавки через ряд, 2 убавки с каждой стороны. Первые 2 петли провязываем лицевыми петлями, это петли ленточки. Затем следующие 2 петли я провязываю изнаночной петлей. И еще одну петлю я провязываю изнаночной петлей. Остальные петли провязываем по узору, не доходим 5 петель до конца спицы.
С этой стороны я провязываю одну изнаночную петлю, затем 2 изнаночные петли провязываю вместе изнаночной петлей и 2 лицевые провязываю лицевыми петлями, это петли ленточки. Вот так по одной петле мы убавили с каждой стороны. Далее верх носка вяжем по узору и следующий круговой ряд вяжем без убавок. Провяжите эти ряды самостоятельно. Дошла я до подошвы, и здесь мне нужно сделать еще по одной убавке с каждой стороны. Провязываю первые 2 петли лицевыми петлями, это петли ленточки. Следующие 2 изнаночные петли провязываю вместе изнаночной петлей. И еще одну петлю провязываю изнаночной петлей. Остальные петли вяжу по узору до последних 5 петель на спице. В конце спицы одну петлю провязываю изнаночной петлей. Следующие 2 изнаночные петли провязываю вместе изнаночной петлей. И 2 петли провязываю лицевыми петлями, это петли ленточки. Далее верх носка и подошву вяжем по узору без убавок. Убавила я 4 петли на подошве, по 2 петли с каждой стороны. И сейчас у меня на спицах 68 петель, по 34 петли на каждой спице. И у меня хвостик начала вязания вот здесь. Это у нас верх носка. Далее будем делать убавки уже с 4 сторон. 2 убавки будем делать сверху носка и 2 убавки будем делать на подошве. И мне необходимо первых 7 убавок провязать через ряд. Убавки делаем точно так же. Первые 2 петли провязываем лицевыми петлями, это петли ленточки. Следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей и еще одна изнаночная петля. Остальные петли вяжем по узору до последних 5 петель на спице. В конце спицы одну петлю провязываю изнаночной, 2 петли провязываю вместе изнаночной петлей и оставшиеся 2 петли провязываю лицевыми петлями, это петли ленточки. На подошве убавки делаем точно так же. 2 петли провязываем лицевыми петлями, следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей и еще одна изнаночная петля. Остальные петли провязываем по узору до последних 5 петель на спице. В конце спицы 1 изнаночная петля, 2 петли вместе изнаночной петлей и 2 петли лицевыми петлями, это петли ленточки. Провязали мы один ряд и сделали 4 убавки. Следующий ряд вяжем без убавок. Итак, нам нужно провязать 7 рядов с убавками через ряд, то есть у нас получится 14 рядов. Провяжите эти ряды самостоятельно. Провязала я 14 рядов, делая убавки через ряд. И с каждой стороны я убавила по 7 петель. Вот такой мысок получается. Последний ряд у меня связан без убавок. У меня сейчас на спицах 40 петель, по 20 петель на каждой спице. Далее вяжем по кругу, делая уже убавки в каждом ряду. И нам нужно убавить еще по 7 петель с каждой стороны. И будем убавлять до тех пор, пока у нас на спицах не останется 12 петель, которые мы просто стянем. Далее мысок по кругу вяжите самостоятельно, делая убавки с 4 сторон в каждом ряду. Выполнила я все убавки. У меня на спицах осталось 12 петель, по 6 петель на каждой спице. И эти петли я буду просто стягивать. Я отрезала нить, ставила ее в иглу. У меня специальная игла для сшивания трикотажных изделий с тупым кончиком. И петли со спицы я просто вот так переснимаю на иглу.
Ниточку подтягиваем и иглу выводим на изнаночную сторону. Затягиваем ниточку, и чтобы здесь ничего не распустилось, иглой еще раз вот так проходимся по петлям, по кругу. Теперь закрепляем один узелок. Ниточка у нас никуда не денется. И кончик нити прячем вот так вот в наше вязание. Все, наш носочек готов. Вот такой у меня получился. Но посмотрите, девчонки, из-за того, что у меня плотность вязания менялась, у меня получился здесь мысочек серого цвета. А вот в этом носке у меня вот тут буквально, я посмотрела, 2 ряда черного цвета и 1 ряд серого цвета. Но я подумала, знаете, что я сделаю? У меня нить осталась вот от этого носка. Вот смотрите, сколько буквально 1 метр разница. Вот я ниточку отрезала. Вот она, черная нить, которая идет. И вот эта серая, которая вот тут в конце. У меня здесь есть немножко нити. И я, наверное, сейчас вот этот мысочек распущу. Распущу черную нить, привяжу вот этот кусочек серой нити и перевяжу мысочек, чтобы у меня мыски были одинаковые. Конечно, они будут не идеально одинаковые, но будут более-менее похожи. Я сейчас постираю носочек, высушу его на блокаторе и покажу вам, что у меня получилось. Мои носочки готовы, вот такие они получились. Этот носок мы вязали вместе с вами, а этот был связан ранее. Я распустила мысок, убрала черную нить и перевязала мысок серой нитью. У меня есть несовпадение по секциям. На этом носке вот здесь идет черная нить, а на этом носке здесь черной нити нет. Мне кажется, я когда пересчитывала ряды, я ошиблась в резинке и провязала резинку немножко длиннее. Видите, буквально на 2 ряда, наверное, я провязала ее длиннее. За счет этого у меня пошло несовпадение по секциям уже на пяточке. Но все равно носочки выглядят почти одинаковыми. Я очень довольна результатом. И если вам понравилось вязать вместе со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Я всегда рада ответить на ваши вопросы.